Всем привет, друзья! Вы на канале Всем привет! Мы в Испании. Тема сегодняшнего нашего ролика будет кому-то интересно. Это ответ на один ваш вопрос. Почему мы, собственно говоря, переехали в Испанию? Мы когда-то об этом уже рассказывали. Вернее, не почему, а почему именно в Испанию. И почему именно сюда, на И почему Коста-Бланка? именно, да, сюда, на побережье Коста-Бланка. Вначале мы уже давно, несколько лет назад мы рассказывали, но не все смотрели нас с самого начала. Поэтому сегодня мы хотим вам об этом рассказать. Почему именно Испания и почему именно побережье Коста-Бланка. Почему мы здесь, что нам здесь так привлекательным оказалось. Что, поехали рассказывать? Поехали, да. Ну, а мы сегодня вот гуляем вокруг лагуны. Сейчас вам немножечко покажем. Вот там вот всякие виноградники. В общем, вот мы вот здесь вот и продолжаем гулять. Кстати, очень красивое местечко. Кто живет здесь, обязательно погуляйте. Ссылочку, может быть, мы оставим на Google Maps под видео, Под как видео. обычно. Ну, первое, почему мы выбрали Испанию, это, наверное, природа, погода, само местоположение, сама такая атмосфера. И вот сейчас вы видите как раз, какая красивая здесь природа. Это виноградники. Вдали там озеро красивое. И вот такие закаты, горы. Но так как Алексей у нас родился в южной стране, там, где горы, где тепло, то климат – это его. Виноградники, фрукты, множество разных овощей, круглый год, постоянно какие-то вкусности. И вот это все, то, к чему он привык с детства, это все подарила нам вновь Испания. Ну, а когда я родилась в Ленинграде, и мы долго жили в Санкт-Петербурге, там есть свое море, Финский залив, поэтому море для нас тоже это привычная среда, и море это то, что нас тоже привлекает. Поэтому, с одной стороны море, с другой стороны горы, теплый климат, фрукты, овощи, то есть нас привлекла в том числе природа, да, Алексей? Ну, во-первых, природа, да. Во-вторых... Нет, это второе уже, первое это природа. Ну, первое, Природа, да. климат, Во-вторых, естественно, тепло. климат. А вообще я хочу еще добавить, что, ну, когда живешь в такой в северной стране, вот как мы жили в Питере, или те, кто живут вот в Финляндии, допустим, то получается так, что дети часто болеют, и постоянно какие-то там заморочки, там, то с лечебными процедурами, то солнца не видно, то витамин D нужен и так далее. Здесь, естественно, этого нет. Здесь фруктов огромное количество, фрукты, овощи круглый год. Не надо ничего замораживать, там, в морозилку складывать на зиму, не надо консервировать какие-то там помидоры, огурцы на зиму. Здесь все это есть постоянно, круглый год, в том числе и... Ну, то есть плавно мы подошли еще к тому, что для здоровья очень полезно. Почему? Потому что здесь многие, кстати, лечат аллергию. Да. Алексей это не любит, но я расскажу, поскольку мы всегда делимся полезной информацией, может, кому-то тоже будет полезно. У Алексея, например, была аллергия в Питере. Ну, появилась она буквально там за 2 года до переезда сюда, в Испанию. От пыли, от загазованности, там все-таки такой больше многомиллионный город и большие выбросы выхлопных газов и так далее, собаки у нас в доме. Поэтому получилось так, что вот эту аллергию удалось вылечить, в общем-то, здесь. И климат подошел с этой точки зрения. Я знаю, что многие сюда едут лечить именно свои какие-то болячки. Успокаивать нервы, может быть, потому что здесь в нашей локации есть соленые озера, грязевые, можно сказать, спа под открытым небом. Ну вот мы, в принципе, отъехали буквально там 5 километров, и вот одна зеленая лагуна, которая вот здесь вот видно прямо за нами, и совсем недалеко, нет, совсем далеко туда, вот розовая лагуна. И, соответственно, 2 озера, солевые, плюс средиземноморский климат, море, ну, все вот эта совокупность, конечно, благоприятно действует и влияет на здоровье. И жить вообще здесь приятно, и круглый год находиться. Ну, поправляет нервы, на самом деле, потому что ты успокаиваешься, здесь нет крупных городов, народу поменьше. Ну, я не говорю сейчас, потому что сейчас туристический сезон, людей очень много. А в принципе, конечно, успокаиваешься, потому что более спокойный климат, более спокойная среда, вернее, нету много народу, нету какой-то агрессии излишней, а люди друг другу не мешают. А здесь получается, что успокаиваешь нервную систему, лечишь свой организм, и вот это благотворно, благоприятно влияет. Вот это первые, наверное, причины. То есть природные
природные как бы условия, условия пригодные очень для здоровья, для нервной системы, можно сказать, вообще так для успокоения себя. Ну и плюс фрукты, овощи. Вот это первые две причины, да, наверное? Да. Ну, мы идем дальше. Да, но многие спросят, почему вы не выбрали, например, Италию, мы слышали, там люди говорили, Грецию, почему вы не выбрали какие-то другие страны? Но мы выбирали именно теплую страну. Другие страны мы путешествовали, смотрели, видели, но вот так сложилось, что нам понравилась больше Испания. Италия, на мой взгляд, это дорогая страна, хотя мы там были, красиво, все очень здорово, но мы слышали, что даже вот для отдыха дороговато, а сейчас как-то стало подороже, но кто в Италии, пишите, действительно ли там цены такие дорогие, хотя красивая страна, мы знаем, что люди там живут, переезжают туда, но вот... Климат может быть похожий, как в Испании. Да, многие выбирают Черногорию, там, в Хорватию, может быть, какие-то, в Болгарию, но сложилось так, что мы начали путешествие свое, наверное, да, вот еще дети были маленькие, именно с Испании. Ну, первая страна была у нас для путешествия, это Финляндия. Но Финляндия, она холодная страна. Красивая, Помимо но этого, холодная. можно еще там представить себе там Арабские Эмираты, Таиланд или там Бали. Да, но Бали, как правильно. Арабские Эмираты, мы туда тоже путешествовали, но это очень жаркая для меня, например, страна, потому что там действительно не только в июле, в августе 40 и 50, но там вот уже прям с мая и до конца октября жарко, поэтому жить там долго невозможно. Я бы даже, наверное, сказал, с Да, февраля. С может февраля. быть, да, да. И плюс там, конечно, много народу стало, очень тоже пробки, такое шумно, все. Там надо заниматься, Ой, может быть, такие бизнесом грозди каким-то. винограда такие висят, вообще красивые. Ну, Идем дальше. также мы путешествовали в Греции, но все это вот как-то не сложилось. Нам больше, наверное, та страна, с которой с теплой страны мы начинали путешествие, это Испания, и мы как-то вот больше ее, наверное, восприняли. Кстати, мы начали открывать Испанию с Канарских островов. Остров Тенерифе — это было первое место, которое мы посетили в Испании. Да, нам настолько понравились именно острова, и мы в следующей поездке мы ездили каждый раз на новый остров. Было очень здорово, интересно. Нас тоже спрашивали, почему вы не поселились на острове на каком-то. Может быть, мы об этом и думали, но думали так, что мы еще любим как бы перемещаться, а с острова все-таки это ограниченное пространство, ты его быстро изучишь, и поехать будет некуда, а так как дети школьного возраста были, то нужно все-таки как-то и совмещать все это. Поэтому, острова как-то отпали сами собою. Поэтому Таиланд и Бали — это слишком далеко и тоже жарко, и как-то экзотично для меня, например. А вот Испания — это Европа, это море, солнце, горы. И, в общем-то, вот... Ну и почему Коста-Бланка в том числе, что Коста-Бланка находится, грубо говоря, посередине Испании, и можно поехать и на юг, там в сторону Малага, или там Кадис и так далее. Можно поехать в Португалию. То есть во все стороны 500-600 тысяч километров, то, что можно за день доехать. И можно переместиться, включая Францию, включая Италию, Монако, там, То есть Андорра. достаточно удобное месторасположение, географическое такое тоже. Лично для меня еще одной причиной, почему Испания, это, во-первых, вкусная кухня, паэлья, различные блюда, тапасики, достаточно нормальная вкусная кухня, морепродуктов здесь тоже очень много, всякие креветочки, крабики, кальмары, мидии, различные блюда. Нас научили и испанцы, и французы что-то готовить. На мой взгляд, очень полезно, здорово. Вот. Здесь нет с этим проблем, с морепродуктами, поэтому еда, в принципе, очень вкусная. И, как мне кажется, что достаточно более экологичная, может быть, более полезная, потому что я не вижу, что они сильно химическое удобрение какое-то вот сыпят. Больше другие запахи такой органики доносятся иногда. Да, это тоже важно. Да, а вот все-таки хочется тоже здоровое питание какое-то потреблять. Не только как бы есть, чтобы что-то за себя закинуть, но все-таки немножечко и о здоровье своем заботиться. Плюс возможность заниматься спортом. Нету снега, нету дождя, нету холодов, грязи. Причем это тоже круглый очень... год. Да, да. Нету вот этого всего холода.
круглый год можно заниматься каким-то спортом. Плавать, ходить, кататься на велосипеде, просто заниматься йогой, там, цигуном, чем угодно. Кто-то может сказать, что я люблю горные лыжи, я люблю снег, мне хочется зимой снега обязательно увидеть, а вы здесь снега не видите. Это тоже не так. Снег здесь есть. И мы находимся именно в таком месте, что у нас 300 километров на юг и 300 километров на север. У нас несколько горнолыжных склонов, несколько таких мест, где зимой очень много снега. И если уж очень захотелось и соскучились по снегу, можно сесть на машину и 300 километров, 3 часа, и вы в снежной зиме. Да, Испания, она на самом деле не очень такая большая относительно, да, поэтому можно съездить и на океан, можно съездить и на северную часть Испании, где прохладнее. Галисия, например, вот на океане, там больше, ну, много дождей, попрохладнее. Можно съездить в крупные города, здесь прекрасные города: Барселона, Мадрид, Валенсия, Севилья, очень красивый город. Здесь есть много различных исторических достопримечательностей, сохраненных с тех времен, там, восстановленных. И поэтому есть что посмотреть, есть чем полюбоваться, есть куда путешествовать. И вот, как Алексей сказал, можно найти снег, можно найти океан холодный, можно теплое море, можно в горы пойти или поехать куда-то, крупные города. То есть из культуры здесь тоже, кстати, все в порядке. Некоторые говорят, что ну вот нету театров, концертов мало. Здесь все есть, можно посещать. И много гастролировало раньше наших. Балет, да, гастролировал. Ну там много, там и театр был, Очень и было, балет, было очень так здорово, интересно. Сейчас, конечно, с этим, ну, проводятся сейчас вот и концерты, и на открытых площадках в разных городах. Много фестивалей, много разных карнавалов, праздников. Тут одних французских цирков в этом году, наверное, штук 5 вот только в нашем регионе. Шапито типа того. Да, да, вот так что с этой стороной жизни тоже все в порядке у нас и со спортом, и с культурой, и с едой, с гастрономией, с удачным расположением географическим. Климат разнообразный, как я уже сказала, в разных местах Испании. Учеба детей тоже немаловажный фактор, поскольку и младший у нас тоже в школу шел, хоть уже и в среднюю школу, но тем не менее хотелось учить его как бы 2 языкам. И получилось такое, что у нас колледж такой билингвальный у него. И здесь как раз есть возможность учить детей тоже языкам. Именно вот тоже и наша локация, она интернациональная такая, здесь много живет людей из разных стран, не буду сейчас перечислять. Поэтому вот с этой точки зрения мы выбрали, например, нашу вот эту Ариола Коста. Ну, она дальше чуть-чуть. Сейчас мы выехали в место, которое называется Ла-Мата. Мы живем в Ариола Коста, и там такое интернациональное место, там дачи и испанцев, и англичане облюбовали это место, и русскоговорящие, и французы, бельгийцы, в общем, немцы бывают здесь. В общем, достаточно такое, ну, приятное, на мой взгляд, место. Я еще хочу сказать, что когда мы выбирали место именно дислокации, где выбрать жилье, мы еще смотрели транспортную доступность. Потому что мы очень любим путешествовать, в том числе и на машине. И когда мы прикидывали, как добраться там, ну, если вот про острова Татьяна говорила, на острова там были свои сложности. Но с материка на материк намного проще добраться именно на автомобиле. И поэтому мы выбрали такое место посередине Испании, что можно и добраться. Вот мы, допустим, из России много раз ездили сюда на автомобиле. И так как этот аэропорт находится совсем рядом с нами, там 40-50 километров, и с этого аэропорта очень удобно было летать и в Вену, и в Цюрих, и во Францию, и куда угодно. В Финляндию. И мы для себя так планировали, что если мы будем здесь жить, у нас будет очень удобно там полететь куда-то там, погулять условно в Рим и вернуться, или там слетать на Ибицу. Ибица, по-моему, билет, мы когда сюда переехали, общественным стоило там от 15 до 20 евро на человека. Кроме того, когда нас спрашивают, например, еще тоже, что, может быть, ваше место скучное, здесь локация такая, народу мало и так далее, здесь, в принципе, для нас, проживающих ранее в Санкт-Петербурге, и такие километражи наматывающие каждый день на автомобилях, да, и не только на автомобилях, на городском транспорте. То есть для нас 50 километров проехать это не так уж и как бы и много, поэтому в 50 километрах от нас вот в ту сторону находится Аликанте, в противоположную крупный город Картахена. А также можно до Мурсии здесь совершенно быстро добраться. Поэтому крупные города вокруг нас есть, и все магазины там тоже присутствуют, и Икеа,
и Apple магазины, в общем, торговые центры крупные, кинотеатры, боулинги, ну, в общем, ну все есть, все, что нужно. Некоторые даже тут вот казино находят. И все прекрасно есть. Мы, ну, не можем сказать, что нам чего-то здесь не хватает сейчас, какие-то трудности возникают. Может быть, недостаточно магазинов, связанных с творчеством, но можно все заказать как-то онлайн в магазинах и вот так далее, да? Нас как-то спросили, а вы хотите из этого места, где вы сейчас живете, вот переехать куда-нибудь в другой регион, вот есть там-то лучше, где-то там еще Мгм. чего-то. И мы вот так с Татьяной посидели, подумали, и получается, что мы из этого региона пока не хотим никуда переезжать. Нас все устраивает именно здесь, мы именно то, что хотели, мы вот это и получаем здесь. Здесь не то чтобы деревня, здесь есть все. У нас просто хорошая природа вот за нашей спиной, да, но здесь на самом деле есть все. Здесь недалеко от нас хорошие два госпиталя, один государственный, один частный, Кирон. Здесь есть совершенно в местечке от нас где-то 12 километров частный колледж для обучения детей, прямо с нуля и до Нам это было тоже очень выпускного. важно. До выпускного класса. Кроме того, в Аликанте, по-моему, есть два целых английских колледжа. В Аликанте в университет есть так же, как в Картахене, в Мурсии. И Эльчи, кстати, город, я забыла, тоже рядышком с нами. Крупный город Эльчи, там тоже есть университет. Поэтому детей здесь учить любого возраста здорово, самим тоже. Город рядышком с нами, 7 километров, Тривьеха, он вообще русскоговорящий. Здесь и русскоговорящая автошкола есть, и магазины, все продукты. То есть недостатка продуктов, к которым мы привыкли, тоже у нас нет. Селедка продается. Все продается калинках, здесь. малинках. Кстати, мы никого вот сейчас не уговариваем, да, и не отговариваем ни от чего, не пропагандируем. Просто отвечаем на те вопросы, Просто которые отвечаем. нам задавали вот за некоторый период времени. Да, отвечаем на тот вопрос, почему именно Испания, почему именно и это место. Почему Испания? Потому что, наверное, из вот таких стран, которые бы устраивали нас для жизни, теплые, хорошие, спокойные, наверное, это самая такая удобная страна по входу в жизни сюда, поскольку еще и миграционная политика была тоже очень достаточно приемлемая для нас, так как люди многие переезжают, как и мы, с визой темпорального лукратива, то есть без права на работу, люди, которые имеют средства обеспечивать себя там первоначально, да, 5 лет. Вот. Испания дает такую возможность. Ну и студентам достаточно просто. С студентами можно здесь получать, да, и очень многих привлекает еще то, что в Испании, наверное, единственная страна в Евросоюзе, где люди могут легализоваться, приехав по туристической визе, прожив 3 года нелегально здесь, легализоваться через 3 года и получить статус именно социальной оседлости по 3-летнему пребыванию здесь. Вот, поэтому ну, мы для себя такой вариант не рассматривали, но, во всяком случае, для многих людей это тоже решающий фактор был для нас, то, что все-таки можно вот более спокойно въехать сюда, миграционно, и жить здесь, учить детей, жить в хорошем климате, в спокойной обстановке. И поэтому мы не выбирали, да, крупный Да, мегаполис. и Испания все-таки, если вот сравнить все страны в Евросоюзе, вот мы проехали, можно сказать, все. И Можем в Испании, еще чуть-чуть пройтись. Да, пойдем. И в Испании, наверное, все-таки то, что нужно, как говорится, цена-качество. То есть и В смысле, стоимость, на жизнь, цена да? жизни, да. То есть ну, жизнь и вот. Кстати, извиняюсь, что я в очках, но вот иногда даже солнце уже садится и бликует, и трудно очень глазам, так что, друзья, Глаза есть. глаза на месте. Еще, друзья, хотел сказать, что многие говорят, что вот жарко, здесь лето очень жарко. Вот смотрите, август, сегодня было там порядка 36, наверное, градусов. И вот мы буквально выехали там в 8 часов вечера погулять, и все здесь вот абсолютно комфортно. Дует приятный ветерок. Да, погода каждый день, она очень хорошая, в принципе. Жаркий, наверное, для меня лично август. Но в это время всем дают здесь отпуска в Европе, и все едут туда, куда хотят. В принципе, очень много местных жителей, они просто уезжают либо на север Испании, либо еще куда-нибудь севернее, для того, чтобы охладиться. И мы уезжали тоже всегда. Пойдем дальше, тут цикады. Да. Поэтому это, наверное, не проблема. 1 месяц в году, это не Арабские Эмираты. Тут, в принципе, ну вот Турцию еще спрашивали нас, а почему не Турция? Наверное, потому что там для нас
все-таки мы планируем, как бы планировали, да, чем-то заниматься, когда переезжали. Для нас, наверное, вот отсутствие работы, отсутствие таких колледжей, может быть. Может, я не знаю, может, там есть такие колледжи, которые как здесь. Более кругозор расширенный, и для детей, которые закончат образование здесь, у них больше возможностей и найти работу, и Ну вообще по да, всему да, да. Евросоюзу они имеют право претендовать на какие-то там рабочие места, Да, и, ну, создавать свой бизнес и так далее. и дети наши не готовы были учить турецкий язык. Я так понимаю, что в университет идти туда, это надо учить турецкий язык, но это все совершенно для нас немножко такое незнакомое, и нам легче, наверное, английский, испанский выучить. Вот, Ну, если бы поэтому мы были, переезжали бы пенсионерами, может быть, мы и рассматривали Турцию, Турцию, да? да, потому что, ну, в принципе, климат тоже здоровский, тоже море. Наверное, это тоже очень Или здорово. совсем с маленькими детьми, которые еще там на уровне там, 5-6 лет, которым еще до университета далеко, то там тоже, наверное, можно все-таки жить с маленькими детьми, и это прекрасно. На море тоже. Вот так вот. И еще немаловажный Может, факт. перерывчик сделаем, Нет, пойдем? пройдем, как раз гуляем. Ну ладно. Еще немаловажный факт, когда ты находишься здесь вот в незнакомых местах, именно в городах, такая собачка красивая, и когда ты ходишь среди местных, на тебя вот никто не мы сейчас говорим очень громко на русском языке, нас прошла вот толпа, допустим, никто не обращает внимания, все радостно с улыбками приветствуют. То есть, ну, достаточно френдли, я бы сказал, да, френдли Ну да, страна, да, то есть вот в так вот, принципе, да. достаточно интересно. В принципе, да, и мы еще вот подошли как раз к тому, что менталитет. Нас, кстати, очень устраивает и менталитет испанцев. Не все это принимают, но мы вот пожили здесь уже достаточно много, 4 года. Я считаю, что это много с какой-то стороны, да, ну это не 20 лет, но все-таки 4. И я думаю, что менталитет нас, в принципе, вполне устраивает, да? Да. То есть они дружественные, они это одна семья. Ну, я не говорю, везде есть всякие, конечно, разные люди, но в целом мы не испытываем какого-то притеснения, агрессии или недружественности. И еще вот я хотел добавить, вот тот регион, почему, опять же, Коста-Бланка, потому что здесь очень много проживает, в том числе иностранцев, из скандинавов, и из Англии, и из Норвегии, и финнов, ну, очень да, много, Ирландии, интернационально, я уже интернациональные, да. говорила чуть выше. И когда ты здесь живешь, ты, ну, так все люди, которые здесь находятся, они почти все здесь иностранцы, ну, помимо испанцев, которые местные. И когда ты находишься среди иностранцев, ну, как-то более комфортно, что ты не один, что тут много таких, как ты. Потому что мне немножко это... Мне так легче глазкам. Ага. Глазки устают от большого количества солнца. Я немножко показала так. Вот. Так что... Ну, надеюсь, что вот как-то так вкратце мы вам сказали, потому что почему это не Италия, почему, собственно говоря, это там, допустим, не Геленджик, не знаю, друзья. Наверное, потому что мы путешествовали во многие места, и именно здесь душевно как бы... В Геленджик тоже ездили, и тоже на машине, и ну, на поезде. Да, оно нам подошло, это место, потому что, ну, когда ты слушаешь свою интуицию, свое шестое чувство, то вот так вот. Я думаю, что не место красит человека, а человек место. И когда нам говорят, где родился, там и пригодился, должен жить там-то и там-то, мы, в общем-то, считаем, что... Ой. Человек сам себе строит судьбу и должен, я всегда говорю, если есть возможность попробовать, лучше попробовать. Ну, нужно жить, наверное, там, где комфортно твоему организму, твоей как бы всему, да, ментальному состоянию, духовному, физическому. Если есть какие-то противопоказания в северных странах или в крупных городах, аллергии или еще что-то физическое, да, на ваше здоровье. то, конечно, какое-то там накапливается раздражение, то лучше, конечно, сменить локацию, жить там, где, ну, спокойнее. Поэтому это тоже очень важный фактор. Наверное, поэтому мы тоже и здесь. Вот так вот. Кстати, по долгу службы мы в свое время даже жили с Татьяной 1 год в Иркутске, это в Сибири. Да, да, тоже такая непростой был опыт жизни. Поэтому мы немножечко посмотрели разные места. Ну вот как-то так. Снег и дождь и ветер уже немножечко поднадоел, как я говорю, что, ну, наверное, я тоже где-то там чуть-чуть человек, любящий теплую страну.
Ну, в Действительно снег и здорово. дождь можно слетать и съездить, если захотел. То есть, а так, когда живешь круглый год, ну как-то вот особо снега и дождя что-то не очень хочется. Ну, а так Испания, конечно, красивая, есть масса красивых мест. Кому-то нравится Каталония, друзья, кому-то в Мадриде нужно. Кстати, почему не Каталония? Ну, на самом деле мы были в Барселоне. Опять вот хочу сказать, это не наш город просто немножко. Много народу, много иностранцев, много мигрантов, много шума. Да, там классный тоже стадион мы посещали, Барсы. Много интересного, но просто вот, ну, не наш город. Кому-то нравится, кто-то переезжает. И слава богу, кто-то в Мадрид по работе или что-то вот такое. Наверное, если бы мы ехали по работе, мы бы выбирали крупный город. Ну да, студенты выбирают, может быть, те города, где есть университеты. А мы вот выбрали это место. И когда спрашивают уже, не хотите ли вы сменить свою локацию, уехать куда-то в другое место, пока мы этого не рассматриваем, нам вот нравится там, где мы есть. Как я еще раз скажу, что не место красит человека, а человек. Место всегда можно найти, наверное, интересные какие-то занятия. Скучно нам, ну, наверное, не бывает, потому что у человека есть и хобби, у любого, наверное, да. А хобби у нас много. А хобби у нас много, и общение есть какое-то, и путешествия, ну, даже маленькие такие, в соседний городок, это же тоже путешествие, да, наверное. Вот, и концерты здесь есть, и музеи здесь есть, и выставки здесь бывают. Может быть, чуть меньше, чем в крупном Санкт-Петербурге, да, но это нисколько нам не мешает здесь жить, хорошо себя чувствовать. Может быть, не хватает родственников, конечно, каких-то. Может быть, не хватает их поддержки. Не хватает, наверное, каких-то друзей, там, подруг детства, может быть. Ну, было бы намного приятнее, если бы наши сестры жили здесь неподалеку, и мы ходили друг к другу Ну, в это, гости. конечно, вот я говорю, если бы были бы здесь родственники, то, конечно, это было бы, ну, вот прям вау-вау, как здорово. Вот. Ну, это, наверное, единственный такой фактор, который отсутствие родственников здесь и близких друзей, поддержки какой-то. Так что, а в целом, в остальном мы не испытываем, наверное, каких-то да, желаний переместиться отсюда куда-то или сменить место, или мы не разочарованы. Мы снимем потом видео, что мы 4 года здесь, минус и плюс обязательно расскажем. Ну, когда будет? Потому 4 что, года? да, ну, совсем скоро. Потому что, ну, конечно, мы записывали такое видео, но много людей новых на нашем канале. И к тому же они минусы-то, они плюсы, они могут тоже как-то кардинально меняться. И минусы, которые были минусами 4 года Кстати, назад, интересно было бы посмотреть. они, наверное, уже могут даже... И я вам могу точно сказать, что есть минусы, которые уже мы принимаем легче, они трансформируются Становятся плюсами. и становятся просто особенностями жизни здесь. И мы немножечко сейчас еще пройдемся по нашей сельской дорожке, потому что вечером, как раз вот в августе, именно в это время удобно гулять. Ну вот, Алексей, наверное, мы все плюсы рассказали. Ну, не плюсы, а почему мы выбрали, собственно говоря, Испанию. Почему мы здесь и почему мы выбрали именно это место. Да, почему мы выбрали Испанию, так мы вкратце вам рассказали, почему мы здесь живем, почему именно это место. А вообще смотрите наш канал, тот, кто впервые, посмотрите, подпишитесь. Мы стараемся показывать много интересного и полезного, я надеюсь. Так, ну вот мы вам немножко рассказали. Алексей, что еще ты хочешь к этому добавить? И еще хотел сказать, ну вот помимо кухни, вот то, что Татьяна там в самом начале говорила, здесь помимо интернациональной, именно средиземной кухни, очень много таких интернациональных моментов, потому что рядом Португалия, рядом Франция, там Каталония, Андалусия, это уже вот и чисто испанский, и везде свои есть какие-то плюшки, где-то хамон, где-то там сыр, где-то овечий, где-то козий. И в тот момент, когда ты приезжаешь из одного региона, вот в Испании именно в другой, там ближе приехали в Галисию, там своя, в Астурии там сидр, здесь вино, тут белое, тут красное, в Португалии зеленое. То есть, и ты, когда путешествуешь именно с гастрономической целью, ты хочешь попробовать в каждом регионе что-то новое, и именно здесь, в Испании, есть возможность. То есть мы здесь можем попробовать в том числе и валенсийскую, и андалусийскую, и галисийскую кухню. Ну да, изучить какие-то рецепты, что-то научиться новое готовить для себя, да, какие-то разные блюда. Разные соседи из разных стран тоже друг другу, ну, делятся какими-то рецептами, традициями и так далее.
Вот. Ну, когда спрашивают часто про оккупантов, не занимают ли тут жилье, тут ужасно. Ну, я что могу сказать? Мы с этим не сталкивались, поэтому про это и не говорим, потому что мы стараемся говорить только то, что сами видим, И сами с знаем, чем да. сталкиваемся, 100% знаем. Что-то такое отдаленное слышали, но то, чтобы это было повсеместно и на нашей улице, мы такого вот не знаем, например. Это как в свое время, когда мы только приехали, и мы когда уезжали, нам все время говорили, там все время кто-то залазит, там везде кругом решетки, там сильное воровство, там кругом, условно, марокканцы в кавычках. И когда мы сюда приехали, спросили там у риэлтора, который нам продавал недвижимость, мы спросили, а как тут с марокканцами? А нам ответили, говорит, это когда было? Это было, говорит, лет 20 назад. То есть, Ну да, вот они так не вот. лазят здесь прямо по окнам здесь и все такое ужасное. То есть, ну как криминал бывает в любой стране, наверное. Вот, чем крупнее город, тем больше разных каких-то эксцессов происходит. Естественно, что-то где-то бывает. Капусту могут Естественно. на рынке украсть. Ну, все может быть, наверное. И пожары бывают, и какие-то ДТП бывают периодически. Не так много мы видели, но там пару-тройку раз видели. Вот. Ну, это обычная жизнь, как в любой стране, бывают разные всякие вещи. Плюс, говорят, ну, на улицах бывает грязно. Некоторые локации, да, например, но некоторые города чистейшие. Вот Севилья, очень чистенький город, он просто нас покорил. Это, я не знаю, город, куда хочется возвращаться. Летом жарко, но зимой, осенью классно. Очень чистый город Амар-дель-Сигура, он такой аутентичный испанский городок. Ну, я думаю, что много. Эстепона показывали очень красивое место, мы там не были, но обязательно приедем. Андалусия, да, нам тоже понравилось. Ну, то есть где-то что-то есть, где-то чище, где-то грязнее. Все же зависит от людей, наверное. Если не сорить, как говорится, чисто не там, где убирают, а где не сорят. Если мы не будем сорить, будет вокруг нас и чистота. Потому что я знаю, что многие англичане просто выходят и собирают мусор вокруг, вот прям по берегу моря ходят, Хобби. пляжи, да, и чистят пляжи. И испанцы ходят иногда, некоторые с семьями собирают бутылочки, когда гуляют. Не свои бутылочки, а чужие. Курить стали меньше здесь, чем раньше. Все как-то в мире вообще везде изменяется, поэтому вот так вот. Есть минусы, есть плюсы, как в любой стране, в любом городе. Об этом мы поговорим как-нибудь в отдельном нашем видео. А сейчас, наверное, друзья, мы будем говорить вам пока. Пока-пока. Надеемся, этот ролик был вам полезен и интересен. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Рекомендовать канал своим друзьям и знакомым. Да. Всем пока-пока, хорошего настроения. Встретимся вновь в наших роликах. Адьос, амигос! Аста маньяна.